Всем привет! Сегодня 3 декабря, и я буду пикировать бальзамин в емкости побольше. По грунту одна часть своей садовой земли и 2 части торфа. Грунт влажный, вот когда его берешь вот так в комочек, он не рассыпается. Это очень хороший грунт для пикировки растений. Сразу же скажу по срокам посева семян бальзамина садового. Вот сейчас вам покажу. Вот такой у меня садовый бальзамин. И расскажу про сроки посева. Бальзамин нужно сеять семенами примерно в конце марта, в начале апреля. Можно даже весь апрель. Почему так? Потому что семена бальзамина очень быстро всходят. Примерно на 3-й, на 4-й день. И очень быстро растут. Вытягиваются. И сильно быстрый у них рост. Вот смотрите. Буквально на 3-й, на 4-й день взошли всходы. Еще нет настоящих листиков, но уже вот такая высота этого растения. Поэтому ранние сроки посева для бальзамина совершенно не нужны. Почему у меня так случилось, что я в конце декабря уже его пересаживаю в емкости побольше? Потому что у меня в гостях был внук. И рассматривал конвертики с цветами, с семенами цветов. И ему захотелось что-то посеять. Ну, в общем, бабушка ему выделила пакетик бальзамина, сказала: сей. Ну, что не сделаешь ради любимых внуков. Бабушки и дедушки меня, конечно же, поймут, потому что для своих любимых внуков ничего не жалко. Поэтому пришлось выделить ему пакетик с семенами. Он посеял. А теперь я буду ими заниматься и выращивать всю зиму. Смотрите, уже какие большие корешочки. Вот. Решила пересадить, распикировать в большие емкости по 3 растения. Набрала грунта, почти полную емкость. Делаю лунку почти до самого дна, потому что растение уже слишком большое. И опускаю вот так по 3 растения в лунку. Опускаю почти до семядольных листиков. И присыпаю остальным грунтом. Растения желательно брать одного размера, потому что, вот смотрите, я взяла 3 рядом, они росли, 2 одинаковых и 1 маленький. И поэтому один получился по семядольные листики, 2 немножко выше. Бальзамин в саду — это очень красиво. Его можно даже сеять сразу же в открытый грунт. Он прекрасно успеет взойти. И
радовать вас все лето. Постараюсь, сейчас хочу посадить по одному растению, не все 3 вместе, а по одному растению. Так аккуратненько вынимать из посевов, там где они были посеяны в формочке. Аккуратненько, чтобы не нарушить корешочки. Вот, смотрите. И опускать в луночки. Даже этих стаканов, это стаканы 0,5 литра, и даже их очень мало для таких мощных стебелечков. И присыпаю сверху еще больше. Вот так. Вторая емкость у меня получилась. У меня уже был бальзамин посажен. Очень красивое растение. Только скажу вам, что хоть и говорят, что бальзамин любит солнечные места, но на солнечных местах он горит. Ну, по крайней мере, у меня так было. Там, где был в полутени бальзамин, он прекрасно рос, прекрасно разветвлялся и хорошо цвел. А тот, который был на солнце, он днем поджаривался в горячую погоду. И не так хорошо рос, как тот, что в тени. Поэтому не в тени, а в полутени. Поэтому я считаю, что бальзамин лучше посадить на том месте, где хотя бы, допустим, после обеда уже тенечек. Тогда он будет очень хорошо у вас расти и цвести. Да, задал мне внук задачу. Сейчас всю зиму мне нужно будет заниматься с этим бальзаминчиком. Но ничего. Где одно растение, там будет и 2, и 3, и много. Поэтому я об этом не очень переживаю. Проливаю простой обычной водичкой комнатной температуры. Не очень много, чтобы не было болота у растений. Просто только для того, чтобы убрать пустоты, которые образовались вокруг растения. Заполнить пустоты грунтом. Водичка затянет грунт и пустот не будет. Стоять они у меня будут на веранде. Здесь у меня такой стеллаж.
с подсветкой. Температура колеблется от 14 до 18 градусов, смотря какая погода. Если солнечная погода, в окна светит солнце, температура поднимается до 18 градусов. Если пасмурно, 14-15 градусов. Подсветка у меня нерегулярная. Подсветку я включаю примерно с 6 вечера до 10 вечера. Ну, вот как-то так. Потому что электроэнергия дорогая и очень затратная. Поэтому подсветка у меня горит только вечером, часа 4. Вот так я пересадила бальзамины. Буду ухаживать за ними всю зиму до весны. Буду вам регулярно показывать рассаду свою. На этом все. Кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.